Я приветствую вас, представители знака зодиака Рыбы. Прогноз Таро, цыганский старинный пасьянс, события ближайшего будущего. События недели с 24 февраля по 2 марта. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. Останемся реалистами, потому что любой Таро, прогноз или расклад о личной истории каждого из вас, увы, не расскажет. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки все же вы получите. Или с другого ракурса свой вопрос, проблему или какая-то тема вас, если беспокоит, вы сумеете рассмотреть. Я вас хочу поблагодарить за ваши замечательные комментарии, добрые отзывы. Мне очень приятно читать все то, что вы пишете. Я хотела бы пригласить вас на свой сайт, прочитать последнюю статью «Преломление реальности». Я описываю те энергии, планетарные транзиты, уже не останавливаясь в видео, которые будут проигрываться не короткий срок. И это где-то идет конец февраля, весь март и еще середина апреля. Ну и плюс-минус, будем говорить, любой транзит, хоть и существует дата, но чаще эти энергии длятся более долго, поэтому, такой хороший кусок апреля, можем говорить, тоже мы можем находиться во власти вот таких энергий. Перейдите, прочитайте, я надеюсь, может быть, вам это как-то поможет при принятии важных решений. Мы идем вперед. Что же, события ближайшего будущего нам расскажут маленькие карты. И они больше ситуации нам описывают. Вот с чем вы можете столкнуться. А вот смотрите, у кого-то учеба, у кого-то работа, у кого-то согласование в высоких инстанциях. Обычно это учреждения, организации, чиновники где-то тоже, книга. Но вы можете как и изучать, допустим, что-либо в плане, как решить какую-то проблему. Или для себя может быть, определиться с вашим видом занятости. У кого-то важную бумагу пойдете подписывать. Или будете обращаться, чтобы узнать, как закон в отношении вас работает. Или какие возможности. То есть согласование, когда мы что-то хотим сделать наверняка. Для наших же собственных перспектив. Кстати, вот подобные визиты вам могут подарить знакомство в какой-то организации, учреждении. Вы можете познакомиться даже с человеком. Цыганка, поскольку цыганский старинный пасьянс, но вообще это прописано как лицо. Лицо имеется в виду знакомство, может быть, и давний знакомый, но все же нам хотят карты сказать о том, что мы этого человека еще не знаем хорошо. Поэтому преждевременно каких-то выводов вы не делаете. Пусть человек себя проявит, а вам нужно где-то быть осторожным. Да, может быть, и действительно вы с кем-то знакомитесь, и ваша история будет продолжаться. Это будет как знакомство, а потом перерастет во что-то большее. Но на первых порах не бегите впереди паровоза. У вас выпадает солнце. И, может быть, это просто человек, который к вам лояльно относится и помогает что-то организовать. Или вы поставили перед собой какую-то цель. Вот если цель поставили точнее, солнце выпадает, когда вы достигаете того, чего вы хотите. Или в любом случае какой-то итог хорошего получаете. Есть какая-то радость на этой неделе, мои дорогие. У каждого, понятно, по-своему, но тем не менее солнце у кого-то проиграется как новое направление в жизни. Или то дело, которым вы будете заниматься последующие 6-8 месяцев. Иногда солнце олицетворяет еще и период времени. И если мы активное участие или активное внимание чему-то уделяем вот в этот указанный срок, мы добиваемся тоже своего. В конечном итоге вы добьетесь какой-то победы. Вы останетесь тогда довольны. Это не сразу, может быть, но тем не менее. Кто-то задумал поездки, переезды, дорога, может быть, это и далекая дорога, а у кого-то, может быть, и просто много согласований, много перемещения на этой неделе будет. Скучать будет некогда, а для кого-то и встреча, мои дорогие, потому что роза– любовь. Встреча с человеком. Может быть, и правда знакомство, и какая-то история продолжит развиваться. Понятно, не у всех. Все зависит от того, насколько вы готовы еще знакомиться, насколько вам нужны эти отношения. Но подписать или что-то согласовать, или для себя какой-то правильный
Фарватер, когда цепочку последовательности ваших действий, разработать какой-то тезис, план и получить победу, есть все основания. Какая-то дорога может быть сама по себе удачной. Солнце, дорога, победа. Флаг – это победа. Смотрю, что у вас еще совпало. Знаете, позитивный момент, что вам никто не мешает осуществить ваше намерение и цель. Правда. Ни змея не совпала, это я уже, поскольку ваш знак зодиака, пока я до него дошла, я сделала все остальные. И у многих достаточно то змея, то маска. То есть, ну вот есть какие-то такие персонажи, с которыми нужно вести себя очень аккуратно. Поэтому тут самому себе не помешать. А так, в принципе, открытый путь. Это действительно. Так, теперь мы посмотрим крайние ряды. Мы тоже можем сложить. Поэтому я проверяю, что мы можем сложить. Вертикаль, горизонталь. Вы знаете, может быть много пустых каких-то разговоров. Вот избегайте пустых разговоров. Избегайте, может быть, тех людей, мельница, которые вас что-то пытаются выведывать. Вот такое тоже я могу предположить. Или не рассказывайте о себе много, потому что когда пустые разговоры, ну, не нужно какой-то информацией пустой заниматься или чье-то любопытство удовлетворять. Примите это во внимание. Не рассказывайте и не распространяйтесь много о деньгах. Деньги. Деньги будут. Деньги есть как бы. Но, может быть, карта говорит, удели внимание вообще финансовым вопросам. То есть с деньгами аккуратно. Я должна сказать и планетарно. Какие-то покупки, траты такие глобальные, ну, точно не в эту неделю. Если только инвестиция какая-то в себя, вот тогда да. Все остальные траты лучше откладывать на потом. Но где-то по ретро-Венере, все-таки Венера это не только про любовь. Хотя по ретро-Венере у нас может вернуться какой-то человек. И тут у каждого по-своему. Хотите, чтобы он в вашу жизнь пришел? Или это было с чем-то связано, когда история закончилась, а вы сказали, ну и слава богу. Ну правда, посмотрите, шестерка прямо кубков вылетает. Это, с одной стороны, нам может льстить, да, когда люди из прошлого возвращаются. И у каждого своя ситуация. Но опять же, если прежняя история была со знаком минус, нужно ли что-то продолжать? Может быть, иногда по этой карте просто говорят о том, что есть тот человек, который вас готов поддержать. Может быть и так. Это из разряда тех людей, которые, как ваши близкие, например, очень близкие буквально. И в этом будет положительный смысл. Может быть, и вы кого-то захотите вернуть. Такое тоже могу допустить. Может быть, знаете, перспективным, когда, к примеру, у вас были какие-то контакты с человеком, и была, может быть, дружба такая добрая, потом по какой-то причине вы, ну, перестали общаться, человек пропал. И у нас такая сейчас эпоха перемен, что и такое я могу допустить. И кто знает, может быть, она себе даст весточку. И все, опять же, будет зависеть от того, насколько прежние какие-то, как дружба или, опять же, контакты, насколько позитивными они были для вас. Ну, давайте мы узнаем. Сфера жизни – это работа, ваши достижения и деньги, события ближайшего будущего. Какие подсказки? Да вы маг. Маг – это холодная энергетика у этой карты, никаких эмоций. Поэтому, может быть, нам хотят сказать, что не поддавайтесь никаким эмоциям. Вот будьте хладнокровны. И значит, может быть такая обстановка, которая или кого-то ставит в тупик, или вы можете столкнуться с людьми и очень яркими такими проявлениями эмоциональных всплесков со стороны окружающих. А вам нужно быть невозмутимыми. И не в плюс, и не в минус, а вот так холодно, нейтрально. Ваша задача подмечать и где-то анализировать. Может быть, адаптировать самого себя к той обстановке, в которой вы находитесь. Есть какая-то тема, у мага всегда есть цель, к которой он идет. И самое главное, себе не навредить по пути достижения своих целей. Безусловно, это карта, когда возможности, потому что у мага все стихии в руках. Но это от вас требует, знаете как,
самосохранение, безусловно, в том плане, что если мы себя не сохраняем или не рассчитываем свое время, в чем мы будем участвовать, куда мы будем прилагать силы, то мы им рискуем потратить время впустую и упустить что-то именно свое. А тут у вас что-то волшебно свое стоит на кону в эти 7 дней. И мы ведь смотрим на ваши достижения. Тут какие-то достижения могут быть очень важные. Но и, может быть, контакты с теми людьми, которые тоже в таких энергиях. Которые ведь карта мага – это великий манипулятор, будем говорить. Это манипуляция. Потому что для того, чтобы осуществить свою цель, ему приходится где-то нужный фарватер выбирать. Взаимодействовать очень правильно, хитро, когда никто и не догадывается, что это им манипулирует, а люди уверены, что это они сами принимают такие решения. Неоднозначная карта, которая дает и возможности, но и с другой стороны. Она говорит, будь осторожен, ведь ты тоже можешь с такими столкнуться. Берегите себя, мои дорогие рыбы и рыбки. Но события ближайшего будущего. А вы знаете, у вас тут что-то будет ускоряться. 8 жезлов. Сама по себе карта вашей активности, скорости и многозадачности. Вас кто-то может пытаться уговорить на что-то или словно втянуть в какой-то процесс, какое-то дело. А вам, опять же, ведь это еще и карта трансформации, имеет такое значение. У вас сейчас на кону вы сами. Меняется ваша жизнь. И нам уже где-то об этом тоже говорили. На кону ваша победа, ваше солнце, мои дорогие. Важное согласование вы можете провести. Но тогда скорость, если мы говорим, вы не можете чего-то отложить на потом. Иначе эта карта как удачных моментов и стечения обстоятельств. И если это происходит, мы это не откладываем на потом. Сегодня возможность есть, а завтра ее нет. Не упустите где-то время. Но додумывать придется, успевать. Вот этот холодный ум, маг, он быстро все анализирует. И значит, может быть, и придется принимать решение. Но оно должно быть хладнокровное такое, основано на продуманности, не повторении, может быть, прежних ошибок и в то же время какой-то быстрой вашей реакции. Может быть, и куда-то поехать придется. Дорога. Давайте посмотрим еще. Ну, туз кубков, когда, правда, на кону счастье. Да, эмоций будет достаточно, но это возможность реализовать какую-то свою мечту или сделать первые шаги по направлению построению карьеры или организацию личного дела, личного творчества, может быть, бизнеса, какие-то первые шаги вы начнете делать, что-то просчитывать. И тут у каждого по-своему. Поэтому первый старший аркан, посмотрите, первый, тут действительно вы на пороге перемен. И у вас много возможностей. Эта неделя вам может подарить какой-то очень добрый и, я бы сказала, продолжительный старт. Но приложить куда? Каким образом взаимодействовать с другими людьми? Вот эта тема для того, чтобы ее обдумать. Давайте мы спросим. Сфера личной жизни, отношений, любви, события ближайшего будущего. Слушайте, а у вас, мои дорогие рыбы-рыбки, вы посмотрите. И что интересно, у вас на дела, работу, бизнес или сферу достижений выпадает больше как раз эмоций или туз кубков, туз воды. Мы говорим радость, счастье, удовольствие, победа какая-то. Ну, действительно, что-то вас тут вдохновляет. И что интересно, на сферу личной жизни жезлы выпадают, а это дела, работа, бизнес и деньги. Вам придется соединять возвышенное и земное. Помните, с января месяца лунный северный узел в вашем знаке зодиака. Поэтому вот это то возвышенное, которое, о чем вы думаете, или чего вы хотите достичь, или ваша мечта. Но есть еще и земное, это южный узел, который в знаке зодиака Дева. На весь, ну, я бы сказала, на последующий, на весь год и туда дальше с заходом на следующий год вы практически будете вот где-то и уравновешивать себе эти энергии. Поэтому магом быть совершенно необходимо, чтобы не упустить какую-то возможность и переходить к действиям. Уже в самом начале какие-то действия, как будто они для вас будут важны. Пусть мы смотрим личную жизнь, но ведь у кого-то личное дело, если мы говорим, или организация
вашего бизнеса или вашего, как, ну, первые шаги в вашем личном деле. Ведь это тоже захватывающее увлечение. И поэтому кто-то будет просто много времени уделять именно этому. Как воплотить свою мечту в реальность. Но давайте все же по части любви. Что нам скажут карты? А вот смотрите, вы за одну неделю можете как что-то начать и быстро согласовать, остаться довольными и получить результат. Первый и последний аркан, старший в колоде ангелов. Карта «Мир». Это действительно реализация. И это праздник. Соглашения какие-то важные. Или это какие-то важные возможности. Для кого-то из вас, ну, может быть, на кону далекий переезд. И какая-то возможность у вас откроется на этой неделе построить карьеру. Причем так достаточно головокружительную карьеру. Потому что по 21-му аркану у нас проходит как популярность, например, да, экспертность. У кого-то, может быть, вы заинтересуетесь, а может быть, вы работаете в сфере IT, новые технологии, или изучаете, или приступите к изучению, или посредством, может быть, интернета мы тоже становимся популярными, или приобретаем какие-то навыки, а в последующем переложим их на практику и сумеем заработать деньги, или работать из любой точки мира. Ну, наверное, у каждого тут вот какая-то есть цель и задумка. И вы можете это осуществить. Я, конечно, могу допустить и так, что это знакомство может быть по интернет, но по части интернет-знакомств не мне судить, наверное, насколько это сейчас это набирает популярность, но по моему глубокому убеждению все же элемент небезопасности, он присутствует. Интернет — это место опасное, это правда интересное, заманчивое, но мы должны сами себя очень сохранять, потому что есть у нас и ложная информация, есть у нас и скамерство, да, когда людей разводят буквально на деньги, поэтому храните себя. Тут действительно с учетом карты мага есть вариант попасться на такого человека. И скамеры бывают как и мужчины, так и женщины. Поэтому все то, что касается денег, берегите себя. Давайте мы посмотрим. Ну, у каждого по-своему. Я стараюсь перечислить самые основные моменты, насколько это возможно, что же это еще по части любви или личных отношений. Вы знаете, здесь вообще-то карта интеллекта, и когда вы можете заинтересоваться каким-то новым направлением, действительно развивать свое творчество, личное дело. Не совсем, конечно, карта про любовь. Вы можете столкнуться с таким человеком, который, ну, где-то так вас пытается затянуть в какое-то дело, я могу так допустить. Но хотя в этой колоде нам говорят, будь реалистом и поступай, ищи как бы эту самую истину, перепроверяй информацию. Но и с другой стороны, если по делу приходит какое-то предложение, рассмотри его. И если тебя посетила какая-то мысль, как творческий инсайт, вот может быть этот инсайт как раз и следует додумать или дополнительную информацию найти. Потому что в этой колоде мы как можем и меч, который держит наш рыцарь, так изображен воздуха, или рыцарь мечей, он нам показывает, что ты можешь подумать что-то в другом направлении, но нужно еще просчитать. То есть здесь важно не замечтаться. Вот по части личной жизни и отношений тоже будьте реалистами. Как и в работе, в достижениях, так и в любви, видимо. Ну, тем не менее, какая-то радость все-таки она присутствует. Но, видимо, прежде чем вы кому-то что-то пообещаете или кому-то доверитесь, тут нужно, ну, проанализировать и себя беречь. Давайте мы узнаем, как карты совет, 3 карты достанем, чему нужно уделить внимание, что обустроить, согласовать или в чем навести порядок. Доверяй, но проверяй снова. Это карта информационного хаоса, так ее называю, потому что по 5 жезлов или огня
нам приходит совершенно разношерстная информация. С одной стороны, да, вот этот информационный поток, он нам необходим, потому что ваша задача из этого потока выудить что-то ценное. И среди вороха новостей будет, как знаете, какая-то квинтэссенция. Будет та мысль, идея, которую вам важно знать. Но все остальное – это как мишура, которую стоит отсеять и не уделять этому внимания. И нам девушка показана, вот как будто уже даже за голову схватилась и думает: боже мой, ну надо же, ну все на мою голову свалилось. Вот где-то такое что-то может отдаленно напоминать, может быть, на этой неделе. И поэтому доверяйте только сами себе. Доверяй, но проверяй информацию. Доверяй, но проверяй. Это и касается людей. Мы только об этом говорили. И это может, как и вопросы денег, так и вопросы где-то работы. Что же еще? В чем навести порядок? И снова на карта харизматичного лидера. Я все же вижу, что тут есть возможность построить карьеру или решить какие-то вопросы по части вашей занятости, вашей популярности. Да, мы говорили, сияйте как звезда. Поэтому если вы имеете какое-то намерение, вы можете его как минимум на несколько шагов продвинуть или развить до какого-то, ну, предела, потому что вы можете найти нужную, к примеру, информацию, если вы хотите обустроить, решить какой-то вопрос. Вы можете понимать, как это согласовать или какие-то документы подготовить. Ну, у каждого здесь свои намерения. И карта говорит, вот то, что ты хочешь, чего ты хочешь добиться или получить, прими во внимание, что тебе этим вопросом нужно попросту заниматься и уделять этому время придется. Потому что лидер, он на своей волне. Вот вам где-то тоже по части ваших достижений быть на своей волне. Ну и перепроверять информацию тоже. И будь готов к тому, что у тебя будут в течение недели быстро меняться события. Может быть и правда, куда-то придется собраться и отправиться. Мы с вами говорили, и это какие-то ваши дела, задумки, или то, что вы хотите осуществить, или вы хотите переехать. Тут тоже может как информационный быть поток, самый разный, когда вы можете загореться каким-то делом или предложением. Тогда быстро придется, может быть, отправляться по инстанциям и узнавать, как это обустроить, или как это работает, или какие документы собрать. Но это сила желаний. Виктория, победа, мои дорогие. Поэтому вы тут действительно можете, может быть, это не по части личной жизни, а для кого-то, я такое могу предположить, ваше личное дело или ваша какая-то задумка, намерение, цель, мечта может получить продолжение или словно оживает. Вы думали, что у вас что-то не получится, а как раз на этой неделе, ну, как зеленый свет для вашей мечты. И вот эта победа, она действительно, посмотрите, здесь победа и здесь. Сам ангел словно на колеснице. И это не совсем будет на неделе работать. Я должна сказать, что все старшие арканы, они где-то вот на этот период, как я говорила, по ретроградности, ну, наверное, февраль, март и до середины апреля они точно будут работать. Поэтому действительно не случайно вам выпадает и солнце. Я сказала, 6, а то и 8 месяцев вам придется этим заниматься. Ну, тогда победа и как новое качество жизни, которое вы не упускаете на этой неделе, потому что появляется, ну, как шанс или какая-то, пусть случайность приходит. Вот эта возможность, которую нужно удерживать для самого себя или самой себя, и в последующем вы себе скажете спасибо. Эта победа точно будет. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые рыбы и рыбки. И будьте счастливы, будьте любимы всегда.